будем собирать всех по дороге. Как я и думала, нам пришлось заезжать в другие отели и забирать людей. И, в принципе, автобус был полностью заполнен, так что людей было немало. Где-то человек около 45, я думаю, вот так нас было. Поспать, конечно, мне так и не удалось, так как в автобусе я не сплю. И вот уже наступает рассвет. В принципе, ехать до Луксора 300 километров. Если вы купите экскурсию не у гида, а у, я не знаю, там, может, какие-то маленькие фирмы есть, чтобы поехать туда небольшим автобусом, а каким-то микроавтобусом, это будет гораздо удобнее. А у нас получилось, что мы час ждали полицейского на каком-то там полицейском посту, потом забирали гида, который ехал из Хургады, и на все это у нас ушло много времени. Но тем не менее, не выезжая из отеля, ты никогда не увидишь эту красоту. Вот, например, перед нами раскинулась Аравийская пустыня. Это северо-восточная часть Сахары, расположенная между долиной Нила и Красным морем. Возле нашего отеля не было видно вот таких, как гор небольших. Пустыня была такая, более пологая. А здесь взгляду открываются красивые такие вершинки, значит, засвеченные утренним солнцем. Пейзаж, конечно, очень восхитительный. Сейчас у нас остановочка на кофе, чай, туалет. Конечно, тут дурдом. Куча автобусов. Чувствую, на этом Луксоре будет тьма людей. Ехать тяжело. Еще сказали ехать 2 часа. Кофе в этой кафешке, в которой нас остановили, $2. Чай тоже $2. В общем, экскурсиями тяжело ездить. Но из Марсалама вообще больше никаких вариантов. Неожиданно пустынный пейзаж сменяется зелеными красками, а мы въезжаем в город Кену. За окном проносится другая цивилизация, вообще другие люди. Это вам не работники отеля, это настоящая жизнь египтян. В основном на улицах мужчины в своей национальной одежде, какие-то небольшие грузовички. Короче, жизнь кипит в полной мере, совсем не такая, как у нас. А гид рассказывает о жизни египтян нам в автобусе. У него, если бедный студент получил 100 баллов из-за стола и хочет давать документы в факультете полиции учиться, сказать ему, тебе зрение не очень, у тебя произношение слов не очень, ты такой очень ценно похож на врача. Да. Найдет ли выбор, что ничего забрали? Берут только с богатых семей. В Египте полиция военные с богатых семей только. Потому что все губернаторы, все мэры, все городов, Что поражает в Египте, что Египет полицейская страна. Буквально через каждых 100 метров стоит полицейский пост, такая полицейская машина, бывает с оружием. Даже там, я не знаю, может автомат какой-то стоять или еще какое-то оружие такое крупное. И полицейские у них в очень большом почете. Каждый экскурсионный автобус сопровождает обязательно полицейский с оружием. Еще гид нам рассказал, как происходит знакомство у молодых пар. Девушке с парнем не разрешено гулять где-то вместе или там держаться за ручку. Это вообще запрещено, так как папа никогда не простит свою дочку, если ее где-то увидели с каким-то парнем. Вообще девочек в семьях папы очень любят, дарят им новейшие айфоны, а мальчик может быть с простым телефоном и в какой-то не очень хорошей одежде, а для девочки не жалеют ничего. Дома она практически ничего не делает, смотрит турецкие сериалы,
все такое тяжелое на сына перекладывается. Чтобы жениться, парню надо заработать на квартиру, а также на $5000 купить золото для невесты. Родители невесты только покупают бытовую технику для молодых. После того, как родители дали согласие на подготовку к свадьбе, только после этого молодая пара может встречаться, ходить в кафе, ближе знакомиться друг с другом. Если вдруг молодые решают, что они не подходят друг другу и решают расстаться, то девушка возвращает золото назад. Вот так за рассказами гида подъезжаем к Карнакскому храму. Вот Карнакский храм. Людей полно. Приехали 10:30 почти дня. Макет Карнакского храма. Уважаемый, видно вам Все? Хорошо. Прохладно сегодня, да? Ой, отлично вообще. Еще 200 лет назад Карнакский храм был засыпан большим количеством песка. Лишь в XIX веке археологи начали раскопки, причем работа продолжается по сей день. Размеры храмового комплекса 1,5 километра на 700 метров. Это второе по популярности место в Египте после пирамид. Первое, что нас встречает, это аллея сфинксов с головой барана. Баран – это одно из воплощений бога Амона, которому и посвящен Карнакский храм. Строиться храм начал примерно в 20 веке до нашей эры, и каждый из фараонов после этого так или иначе достраивал часть храма. В общей сложности на строительство комплекса ушло 13 столетий. Сам Карнакский храм состоит из 33 храмов и залов. По сути, это музей под открытым небом. Совсем немного нам экскурсовод рассказывал о самом храме. Все больше как-то он рассказывал о том, что написано на этих колоннах, какая буква там что обозначает. А вот о самом храме очень мало я из его рассказа узнала. Недалеко от входа в колонный зал возвышается статуя Рамзеса. Что больше всего поразило меня лично в Карнакском храме? Больше всего поражают, конечно, размеры сооружений, так как если представить в те времена при отсутствии каких-либо нормальных инструментов, установить и возвести такие высокие колонны, такие большие залы, обточить каждый камушек. Это вообще трудно представить. И высечь еще на этих колоннах всякие письмена, и разукрасить это красками. Это, конечно, поражает, и это даже невозможно вообразить. Когда-то над колоннами еще была крыша, но после землетрясения 27 года крыша была разрушена. Центральные 12 колонн имеют высоту 23 метра, а остальные чуть пониже. Фараоны приравнивались к богам, и поэтому вот этот храмовый комплекс, он вообще был построен с такой целью. Верхушки, раньше они были покрыты чистым золотом, и было все очень дорого. Пройдя 16 рядов колонн, мы выходим на еще такую же величественную постройку. Это обелиски. Обелиски, сейчас их 2, а вообще их было 8.
Один из обелисков даже египтяне подарили, или, я не знаю, может быть, это было так забрано во Францию. Очень интересная история была связана с царицей Хатшепсут. Она родилась в 1508 году до нашей эры и была дочерью фараона Тутмоса I. Еще при жизни отца Хатшепсут стала божественной супругой Амона. Когда ее муж умер, Хатшепсут стала опекуном его сына. И до достижения наследником совершеннолетия власть перешла в ее руки. Так как в Древнем Египте женщина-фараон не воспринималась, она начала носить мужскую одежду. Ее правление было связано с многими военными походами, а также со строительствами храмов. Но ее имя было вычеркнуто следующими фараонами из истории, так как женщина-фараон в Египте не воспринималась. Проходим множество построек, а также небольших каких-то комнат, но никто ничего нам не рассказывает. Все быстрее, быстрее, бегом, бегом. И вот трудно было, конечно. Просто, может, положили эти камни, чтобы люди видели там какие-то письмена, но ничего никто не рассказывает. Большинство людей, конечно, приехало сюда пофотографироваться, и вообще просто побывать, наверное, в этом месте, и в тонкости не сильно вникают. А экскурсовод, конечно, и рад такому, что ему не надо сильно напрягаться. Думает, почитайте в интернете и все на этом. На этой площади установлена статуя жука-скоробея, который считается в Египте священным. Надо пройти 7 кругов и загадать желание, что мы и сделали. Ты уже придумала, что загадать? Сейчас находимся в Карнакском храме. Значит, экскурсий очень много. Вот дошли до такого озера. Типа раньше оно было озером молодости. Сейчас что можно тут увидеть? Видно 2 обелиска. Их делали из цельного, как из цельной породы вырубывали и уже перемещали сюда. А колонны строили постепенно. Вот эта колонна одна не была достроена. С экскурсией, конечно, ехать тяжеловато. Времени фактически мало остается. Все как-то больше в пути, в автобусе. Поэтому, у кого, конечно, есть возможность индивидуально, но на территории комплекса есть такое здание, которое было построено так, что солнце попадает туда только 1 раз в год, на день рождения фараона. И вот подумать, насколько в те времена обладали астрономическими знаниями, геометрическими, математическими, чтобы вот так точно все рассчитать, чтобы только 1 раз в год туда попадал солнечный луч. Экскурсия достаточно поверхностная, очень многого мы здесь не увидели.
все как-то бегом-бегом, и давайте быстрее в автобус, пора ехать дальше. Буквы рассказывать. Зачем оно нам надо? Какая буква что обозначает? Надо в общем какую-то историю рассказать, не знаю. Вот подошли к этим обелискам. Конечно, зрелище вообще грандиозное. В кадр тяжело его захватить. Но вот эта стена тоже классная. Погуляв, и опять возвращаемся через колонный зал к выходу. Вот вы видите, на экскурсии тоже много египтян. И так интересно, дети реагируют на, ну, как бы на светлокожих, можно так сказать, подбегают там hello, hello. Ну, не пристают, так как вот на пирамидах там сильно пристают, чтобы сфотографироваться. Здесь как бы такого нет.
40 минут времени вообще ни о чем. Очень мало, ничего не успели, ни толком поснимать, ни пофоткать нормально. Уже 3 минуты до автобуса. Бежим. А ты видишь, вон там гора? Горы. А, видишь, ее и не видно в кадре. Корабль четырехэтажный. После посещения Карнакского храма отправляемся к переправе на реке Нил, чтобы там у нас будет обед, и потом мы поедем в город мертвых. А за окнами автобуса пробегают здания города Луксор. Видели школу их и вообще так жилые дома. В принципе, неплохой такой город, есть тут и отельчики, можно прилететь сюда прямо в аэропорт, остановиться там на 2-3 дня и спокойно походить по всем этим древностям и все это просмотреть не спеша. И как бы это будет намного комфортнее, чем вот так, как мы с кучей экскурсий ходить и смотреть все. Здесь еще в Луксоре есть много красивых храмов, кроме Карнакского. В общем, смотреть есть что. Вот мы уже и на переправе. Сейчас будем переправляться на другой берег. На вот таких вот корабликах перевозят. Нашу группу перевозила 2 кораблика. Везде Михире в горах, это все гробницы, а будут такие храмы разрушены. Храме погребания мамы Андрея люди ходили, когда человек умер. Поэтому все храмы погребания и гробницы на западном берегу, город мертвых, где закат солнца, все ритуальные храмы и дома. Притом, комнату на древних Эптен гробница мама Дмитрия, это было намного важнее, чем сам дом. Дом это временный дом для временной жизни, а гробница это место, откуда отправляется душа человека в обитель Бога. Поэтому древние египтяне себе строили дома из глины Андрея, временно давали временной жизни, а строили себе каменные шикарные гробницы. Поэтому все гробницы всех фараонов остались до сих пор, а нету на одного дома. Почему? Потому что как верующие люди строили дома, как сказали, из глины, а гробницы Левичина строили из камня. Первый фараон, 3-я династия, его звали Джосер. При правлении Джосера был умный архитектор-инженер, которого звали Ахмос. Как его звали? По-вашему, Ямос. Ямос, он родом из Луксора. Но до него столица Египта Папа Романа был Мемфис, где сейчас находится Каир. Но когда он стал фараоном, решил из рода столица. А называл Уэсет. Первое название Луксора это Уэсет. А потом греки захватили Египет. Папа Саша заметил, что город в том числе как Греция Фивы. Поэтому назвали город Фивы. А почему сейчас мама тянет и назвать город Луксор? Вы заметили сегодня, что наверху Наталья была написана наверху так, здесь был Вася, да? Заметили? Имена такие, здесь был Вася. Как Вася мог писать имя свое там? Так высоко.
У нас в Египте появилось христианство и ислам. Уже люди не ходили в храмы, а стали ходить в церковь, в мечеть. А у нас каждый год бывает видно вам песчаные бури. Видно? Вот песчаные бури бывают в пустыне. Видно вот так, песчаные бури. За несколько тысяч лет все гробницы и все храмы были засыпаны песком. И вас я мог легко взять имя свое наверху, потому что храм был засыпан песком. Когда арабы захватили Египет, они думали, что это не храм, и думали, что это дворец. Нюхали ядовитые бактерии, умерли мимо за счет этого, а остались в те времена говорить проклятие фараонов. Все равно гиду нельзя заходить вовнутрь. Почему? Потому что пассажиров гидов в Египте мало, и раскрутятся гидами. Они не пускают гида вовнутрь, потому что краски красиво сохранились на стенах. Если гид заходит внутрь, значит сначала будет его слушаться, а должен был открывать двери загробного мира. Загробный мир 12 шагов, 12 дверей. У каждой двери злой дух, поэтому должен был соображать человека, зажигать его мумию. Именно духи, которые хотели портить мумию, человек не получает вечную жизнь, поэтому помогает против этих злых духов, помогает, чтобы зажигать мумию, пока человек сможет дойти до царства Осириса. Увы, этим людей, не только самых фараонов. И здесь и за горой. За горой и честно гробницы больше по территории. Но ходить до гробницы долго. Здесь гробницы меньше по территории, только ходить до них мало времени, как и за горой. Поэтому до 15 декабря каждый год отправляются в основном туристы сюда. Но смысл один: коридор и направо налево великая трехкомнат. Зачем мама... Перед посещением гробниц нас, конечно же, завезли в сувенирный магазин. Ну, там типа это изготавливают из натуральных камней эти все украшения. И вот, наконец, мы на месте. Что могу сказать, что нам еще очень сильно повезло с погодой. Нас этот наш экскурсовод по дороге пугал, что там будет очень жарко, потому что, говорит, вот там на левом берегу, типа, всегда там ветерочек, как бы сквозняк, а здесь пустыня и очень жарко получается. Но так как мы были в декабре, и было на улице, ну вот на той стороне где-то градуса 23, а тут, ну, может быть, было 25. Но жарко вообще не было. Вот в этом плане повезло. А говорят, вот летом, там даже весной, там стоит 35-градусная жара, и так как это песок, это все нагревается, и получаешься ты как будто на раскаленной сковородке. Здесь мы пробыли, ну вот я не знаю, наверное, максимум полчаса. Посетили 3 гробницы. И вот не знаю, как-то энергетика этого места, она такая тяжелая, можно сказать. Я как-то себя плохо здесь почувствовала. Не знаю, может, это сказалась бессонная ночь. Может быть, место такое, все-таки это гробницы. Ну, не знаю, как-то тяжело здесь, прям как давит, вот, как будто давит что-то на голову или вот так вот. Но все равно такое место, я очень давно хотела его увидеть. Ну, вот если представить, что это было все засыпано песком, и потом произвели здесь раскопки, конечно, и до сих пор это все тут раскапывается еще. В середине, как бы в этих гробницах, ну, на стенах разрисованы как бы вся жизнь человека, который здесь похоронен, ну, фараона, который похоронен здесь. Все это еще сохранились, говорят, натуральные краски, которые тогда использовались. И, ну, вот так это все выглядит. Удивительно, конечно, столько веков прошло, и как бы это все еще можно посмотреть. Если углубиться в историю, то все пошло и началось с того, что однажды фараон Тутмос I принял неожиданное решение сделать свою гробницу не в храме, а в каком-либо другом тайном месте, чтобы защитить это место от разграбления. И так было выбрано отдаленное место за Луксором, ставшее впоследствии долиной царей. На протяжении 5 столетий египтяне хоронили здесь своих фараонов.
Но, как все знают, впоследствии многие гробницы, практически все, были разграблены. Но до нас как бы дошли сокровища одной из гробниц. Сейчас они хранятся в Каирском храме. Это гробница Тутанхамона. Тут такой каменный саркофаг. Там уже давно ничего нет. Все мумии где-нибудь по музеям. Эту гробницу нашел Картер. И, как известно, практически все из археологов, которые участвовали в отыскании этой гробницы, потом впоследствии умерли. Из гробницы достали усыпальницу, в которой было 200 килограммов золота и драгоценных камней. И другие вещи фараона, которые бы ему пригодились в загробной жизни. А дальше от долины царей расположена долина, в которой хоронили царских жен и детей, ну вообще членов их семей. Как и везде, в местах, главных достопримечательностях, куда привозят экскурсионные автобусы, образовался сувенирный рыночек. Навязчивые продавцы не дадут вам спокойно там пройти. Но, кстати, цены там довольно-таки невысокие, но гиды в автобусе предупреждают, чтобы там типа ничего не покупали. Но на самом деле, если вы не хотите переплачивать, можно у них купить за $2-3 там какие-то египетские кошки и другие сувениры. После прибываем к колоссам Мнемнона. Они построены в 1350 году до нашей эры. Каждая статуя высотой 18 метров и весом 700 тонн. Когда-то на этом месте стоял грандиозный поминальный храм фараона Аменхотеба III. Исследования показали, что камни, из которых построены колоссы, они были добыты в долине Гизы, что возле египетских пирамид, за 700. После садимся в наши лодочки. Скорее всего, по Нилу их переправляли уже к Луксору для постройки этих колоссов. И отправляемся на Банановый остров. Значит, в этой экскурсии от Анекстур у нас не был включен храм царицы Хатшепсут, хотя обычно вот во всех экскурсионных программах по Луксору включен этот храм. Но у нас был включен этот Банановый остров. Обычно он идет за доплату. В общем, что могу сказать для тех, кто не видел реку Нил? Она уже вот в этом месте, конечно, если сравнивать наш Днепр и Нил, то Днепр намного шире. И вообще по берегам много мусора. Ну, это же Египет, и как бы, я не знаю, люди там не сильно пекутся о чистоте. Так в городе, конечно, убирают, потому что все-таки много экскурсий. А вот где такие места за городом, там мусора, конечно, хватает. И прям по реке плавает мусор. Но вообще вид, конечно, вот особенный, отличается. Солнце как-то светит, вот как будто из-за какого-то так тумана, ну как бы такое, я не знаю, может пыль такая в воздухе какая-то стоит, вот как чуть-чуть отличается. У нас такой воздух более прозрачный.
По берегам люди обрабатывают землю, занимаются там выращиванием каких-то культур, наверное. Вообще видно, что здесь развито сельское хозяйство. От километра вот этого места. В отелях бывают эти банановые деревья, но так их близко не рассмотришь. А здесь вот целая плантация банановых таких деревьев. Вот так они выглядят, растут такими большими гроздями. И еще у них есть такие большие цветы. Интересно, конечно, тоже посмотреть. И здесь как бы угощают бананами, на стол ставят большие тарелки, можешь кушать сколько хочешь. Здесь тоже вы находитесь где-то в течение часа, и потом уже садимся опять на лодочку и возвращаемся на другой берег Нила, и получается уже будем ехать домой. Вот так прошел наш день в Луксоре. Надеюсь, что мое видео вам окажется интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду очень рада. До новых встреч! Что тут цивилизация какая, да? Все идут.